Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. С 5 мая по 12 мая можно абсолютно бесплатно забрать игру Terraforming Mars в Epic Games Store. В данном видео я кратко расскажу про данную бесплатную раздачу и, конечно же, дам вам свою оценку этой игре. Но имей в виду, в данном обзоре я лишь высказываю свою точку зрения, а решать только тебе. Не буду затягивать. Погнали! У меня складывается такое впечатление, что супер халява от Эпика пока либо закончилась, либо немного приостановилась. Да дело в том, что сколько недель подряд компания нас радовала, но, признайтесь, неплохими играми. Да еще и по 2 игры в неделю давала. Ребята, те, кто со мной не согласен, спешу представить вам следующую игру. Terraforming Mars. Терраформирование Марса в переводе. Что это такое? Что за терраформирование Марса? Терраформирование Марса – это гипотетический процесс, в ходе которого марсианский климат, поверхность и другие характеристики планеты должны быть последовательно изменены с целью сделать большие пространства на поверхности Марса с более благоприятными для человеческой жизни. Таким образом, облегчая колонизацию планеты, а также делая эту колонизацию гораздо более безопасней и устойчивей. Вот как-то так. Игра Terraforming Mars — это в первую очередь популярная настольная игра на Западе, но давайте обо всем этом немного потом. Terraforming Mars — официальная адаптация популярной за океаном настольной игры о колонизации Марса и превращении этой планеты в пригодной для обитания человечества. Видеоигра представлена в виде пошаговой стратегии, где представляется достаточное количество времени для обдумывания дальнейших действий с целью извлечения максимальной выгоды. Итак, если кратко, Terraforming Mars — это управленческая стратегия с видом сверху, созданная по мотивам одноименной настольной игры. Она, в принципе, очень популярная. Пока искал информацию на данный обзор, я натыкался только на эту настольную игру. Крупные корпорации вступили в борьбу за право превращения Красной планеты в обитаемый уголок нашей Солнечной системы. Вам предстоит использовать огромные ресурсы, создавать технологии и наводнить сушу водой. По мере продвижения в терраформировании все больше людей Земли будут примыкать к вам и работать на благо всей корпорации. Доступны варианты игры как против искусственного интеллекта, обладающего несколькими уровнями сложностями, так и против людей с помощью интернета, локальной сети или одного персонального компьютера при личной встрече игроков. Обширный список достижений на несколько десятков наград предоставляет дополнительные трудности тем пользователям, что желают закрыть весь доступный контент. Игровой процесс строится на соревновании множества крупных земных корпораций, которые готовы тратить громадные деньги на придание Марсу подобия Земли. Играющему предстоит создавать атмосферу, пригодную для жизни, перевозить различные семена, растения и животных, собственную колонию и обустраивать инфраструктуру для максимального комфортного проживания колонизаторов. Целью развития является получение наград за выполнение разнообразных заданий раньше, чем компания соперника. Одновременно на карте могут располагаться до 5 фракций в разных пропорциях, например, 3 искусственных интеллекта и 2 игрока, или 1 бот и 4 геймера. Сюжет игры не оригинален, но задумка в принципе уникальная. Выступаем в роли творца, наблюдаем за планетой. Со стороны терраформируем ее в пошаговом виде.
пользуясь добытыми ресурсами и колониями, создающими элементами на планете. Понравился, кстати, также удобный и быстрый подсчет ресурсов. Еще стоит отметить хороший перенос настолки на ПК. Интерфейс и сам процесс вызывает, конечно, кое-какие вопросы. Но он слегка корявый, но играть можно, тем более никуда идти не нужно. Конечно, сразу по минусам: в игре нет драфта, неудобный интерфейс и тупые роботы. Но вообще перенос игры на ПК, он пошел на ура. А настолка, она хорошая. Хотя уже, в принципе, добавлено обновление, где добавили драфт. Поэтому претензия, я думаю, уже отклоняется. Стоит ли вообще забирать раздачу, либо вообще стоит ли в нее играть? В принципе, ребята, вопрос очень интересный. Да дело в том, что игра реально она на любителя. Крутого и динамичного геймплея вы не получите. Если вы играли в саму настолку, возможно, вам и понравится игра. Хотя многие игроки говорили, что настолка, она реально намного интересней. Поэтому не факт. Так или иначе, решать все равно тебе. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будут в описании под видео. Подписывайся на канал и ставь лайк. И мы увидимся с тобой в следующем видео. Всем пока!